Уважаемые студенты, здравствуйте! На прошлой лекции мы рассмотрели основные комплексные инструментальные подсистемы ТС с точки зрения их применения и организации работы Республики Татарстан. Подсистемы ТС состоят из различных элементов, которые представляют собой объединенные в техническую систему оборудования. Сегодня на лекции мы рассмотрим набор технических средств, обеспечивающих функционирование подсистем. Подсистемы ТС могут включать в себя технологии сбора данных, аппаратно-программный комплекс анализа принятия решения, а также сложный, широко распределенный комплекс периферийных устройств. В иерархии, которую мы рассматривали на прошлом занятии, они представляют собой четвертый нижний уровень. Пожалуйста, на слайде все представлено. Объединение знаний в области телекоммуникации, электроники и информатики обобщенно называется телематикой. Телематика наравне с информационными технологиями применяется с целью планирования, проектирования, эксплуатации, обслуживания транспортной системы и управления ими. Телематика в транспортной сфере состоит из представленных на слайде систем. Первым идут технические средства интеллектуальных транспортных систем. Это совокупность технических средств телематики в рамках одной прикладной задачи. В рамках данной лекции будут рассмотрены и представлены на слайде технические средства ИТС. Светофоры являются элементом дорожной инфраструктуры и относятся к комплексной подсистеме управления дорожным движением. Они представляют собой устройство для директивного регулирования транспортных и пешеходных потоков путем подачи разных сигналов. Способ управления светофором может быть ручным и автоматическим. Автоматический способ управления может быть реализован тремя различными системами, представленными на слайде. В первой системе длительность сигнала задается и остается неизменной, пока не потребуется изменить эти установки. Простые системы управления не учитывают изменения транспортного потока и могут быть использованы только там, где поток транспорта всегда относительно невелик. Системы, активированные транспортными средствами, работают с датчиками. Датчики активизируются изменением электрической индуктивности, вызванной транспортным средством. Цель координации состоит в том, чтобы пропустить самое большое число транспортных средств через систему с наименьшими задержками. В современных больших городах для регулирования движения внедрены сложные автоматизированные системы управления дорожным движением, сокращенно ОСУД. Типичный ОСУД работает следующим образом. Информация о параметрах транспортных потоков собирается детекторами и телекамерами, передается в центр управления ОСУД и обобщается, после чего на основе полученных данных рассчитывается режим работы светофоров. Современные светофоры – сложное устройство, которое состоит из контроля дорожной сигнализации, собственного светофора, датчиков транспортных средств, столбов и опор светофоров. Компьютер в составе контроллера управляет выбором и синхронизацией направления движения в соответствии с изменяющими условиями движения. Режим работы светофора может быть рассчитан не только в центре управления ОСУД, но и локально в контроллере. Шлагбаум – это приспособление, которое обеспечивает наилучшую организацию режима пропуска и контроля за передвижением автомобилей. Шлагбаумы могут быть элементами разных комплексов инструментальных подсистем ИТС, управления дорожным движением, высокогабаритного контроля, мониторинга парковочного пространства. Шлагбаум может устанавливаться на самых различных объектах, начиная от заводов, государственных учреждений, аэропортов и заканчивая жилыми дворами и частными постройками. Шлагбаумы различают в зависимости от установленных двигательных механизмов. Ручной шлагбаум устанавливают на объектах, где нет возможности провести электропроводку или просто нет надобности применять автоматический шлагбаум, например, при въездах во дворы обычных жилых домов. Автоматические шлагбаумы бывают гидравлическими и электромеханическими. Стояночные шлагбаумы очень распространены в наше время. Могут быть и ручными, и автоматическими, и поворотными, и подъемными. На железнодорожных переездах устанавливают железнодорожные шлагбаумы, особенно в местах, где очень оживленное автомобильное движение и недостаточно просто повесить предупредительный знак. Пункт экстренной связи предназначен для связи участников дорожного движения, находящихся непосредственно на автомобильной дороге, центральным пунктом управления дороги. Пункт представляет собой аварийные вызывные колонки. Данные средства обеспечивают возможность передачи сведений о ДТП, вызовы скорой медицинской и технической помощи. Подсистема идентификации транспортных средств и электронного сбора платы включает в себя платежные терминалы. Оплата дорог за пройденное расстояние – классический вариант использования платных дорог, который с недавнего времени начал применяться в России. Принцип простой.
сколько километров проехал по факту по платной дороге, за столько и заплатил. Реализуется он в разных странах немного по-разному. Где-то платишь при въезде на платный участок, где-то после его проезда, но все это остается одинаковой. Как правило, при использовании этого принципа оплаты существует 3 варианта расчета за проезд. Первый с участием кассира-оператора. Второй – плата непосредственно наличными или банковской картой при проезде пункта приема оплаты. Третий – оплата дистанционная через транспондер. Небольшое электронное устройство, позволяющее проезжать пункты пропуска по специально выделенным полосам без остановки и производить оплату в автоматическом режиме. Автоматы по приему платежей позволят водителям без участия оператора оплачивать проезд на платных дорогах при помощи банковской карты или наличных средств. Терминал оплаты представляет собой модуль, встроенный в панель кабины на нижнем уровне. При использовании платежных терминалов пользователям также доступны бесконтактные способы оплаты на базе NFC технологии. Так, оплатить проезд возможно с помощью смартфонов, умных часов, бесконтактных банковских карт и тому подобное. В России плата взимается за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью на сегодняшний день около 2000 километров. На прошлой лекции была рассмотрена инструментальная подсистема метеомониторинга Республики Татарстан. Основным элементом данной подсистемы является автоматическая дорожная метеостанция, которая состоит из элементов, представленных на слайде. Также в состав метеостанции входит специализированное программное обеспечение, учитывающее специфику получаемой информации. Стоит отметить, что в отличие от обычных метеостанций, дорожная проводит мониторинг и дорожного полотна, что усложняет и конструкцию и требует дополнительных измерений. Большинство современных дорожных метеостанций также оборудованы системой видеонаблюдения, позволяющими визуально контролировать погодные условия, состояние дорожного полотна и интенсивность дорожного движения. Рассмотрим основные датчики метеостанции. Нефелометр – прибор, предназначен для автоматических измерений метеорологической и оптической дальности или, проще говоря, прозрачности воздуха. При плохих метеорологических условиях, имеется в виду туман, осадки, видимость резко падает, что приводит к росту вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Информация об ухудшении видимости позволяет своевременно оповещать водителей об условиях ограниченной видимости и необходимости снизить скорость движения. Датчик температуры и влажности воздуха определяет погоду в настоящее время и на данном участке дороги. В составе дорожной метеостанции датчик влажности необходим для определения точки росы, температура, при которой происходит конденсация водяного пара из воздуха. Данный показатель напрямую связан с возможностью образования тумана, выпадением осадков, обледенением на дорогах. Датчик осадков предназначен для измерения количества и интенсивности осадков в виде дождя или снега. Для содержания дороги необходимо достаточно точно знать время начала выпадения осадков, их тип, дождь, снег, дождь со снегом, а также интенсивность. Более детальная информация по типу осадков позволяет дорожным службам правильно выбирать тип реагентов под любой случай непогоды. Четвертый датчик давления предназначен для измерения атмосферного давления. Используя данные об атмосферном давлении и специальные программные приложения, можно получить прогноз на несколько часов вперед, что позволяет заранее быть готовым к неблагоприятным условиям и иметь время на подготовку уборочной техники. Датчики направления ветра предназначены для измерения направления воздушного потока. Параметр, показывающий направление ветра, играет важную роль в определении появления так называемых переметов, которые образуются на автомобильных дорогах низовыми метелями. При разрывах или полном отсутствии посадки с одной стороны автомобильной дороги и наличии бокового ветра происходит перенос снега, который откладывается в полях на проезжую часть автомобильных дорог, в результате чего образуются сугробы снега. Датчик скорости воздушного потока, анемометр, предназначен для измерения скорости ветра. Информация о скорости ветра необходима для предупреждения такого опасного явления, как сильный боковой ветер. Известно, что сильные порывы бокового ветра могут привести к аварийной ситуации с транспортными средствами, имеющими большую парусность, имеется в виду автобусы, большегрузные фуры и так далее. Седьмое. Датчик состояния поверхности дорожного покрытия предназначен для измерения концентрации соли, толщины водяного покрытия дорожного полотна, обнаружения льда на поверхности. Состояние дорожного покрытия позволяет правильно планировать работу дорожных служб, заблаговременно оценивать необходимый объем работ
и объем реагентов в зимнее время. При этом сокращается загрязнение прилегающих к дороге почв тяжелыми солями. Датчик температуры дорожного покрытия предназначен для измерения температуры покрытия дорожного полотна на его поверхности на глубине 40 мм. Зная температуру дороги в холодное время года, можно прогнозировать скользкость и планировать использование противогололедных реагентов, а в летние месяцы ограничивать движение транспорта при превышении температуры дороги предельных значений. Определить температуру в глубине дорожного покрытия возможно только контактным способом, то есть установив соответствующий датчик полотно. Проводимые метеостанциями измерения существенно важны в течение всего года. Весной и осенью система позволяет точнее определять сроки ввода и отмены ограничений движения тяжеловесного груза. Летом способствует обеспечению защиты верхних слоев дороги от образования колейности при высоких температурах воздуха. Зимой осуществляется мониторинг состояния дороги для обеспечения безопасного дорожного движения. В Татарстане используются различные зарубежные и отечественные дорожные метеостанции. Они различают состав датчиков и своей конструкции. В зимние периоды времени применяются противогололедные комплексы, которые автоматически обрабатывают дорожное покрытие реагентом. Критерием срабатывания системы автоматической противогололедной установки является приближение температуры поверхности дорожного покрытия к точке замерзания субстанции на дороге. Именно от точности и стабильности поступления информации о точке замерзания зависит своевременность включения установки, а значит и надежность защиты от гололеда. Обработка проводят перед возникновением гололедной обстановки. Реагент наносит путем разбрызгивания ее форсунками блока дорожных головок, расположенных по краю проезжей части. Реагент наносит равномерно, с заданной плотностью распределения на всю обслуживаемую площадь дорожного полотна. Информация представлена на слайде. Средства мониторинга транспортного потока часто заменяют традиционные способы ручных замеров. Представляют собой разнотипные датчики. Датчики отличаются по реализованным в них технологиям, применению, эксплуатационным характеристикам, стоимости. По размещению датчики бывают встроенными, расположенными на полотне дороги, навесными, размещенными над дорогой. Тип применения датчика определяется интенсивностью движения автопотока, величиной скорости, наличием заторов. Основные задачи решаем датчики мониторинга транспортных потоков – это подсчет транспортных средств, считывание скорости транспортных средств, контроль регулируемых перекрестков, контроль движения в реальном времени, измерение веса транспортного средства, квалификация транспортных средств. Мелковолновые, инфракрасные и ультразвуковые датчики используют по следующим параметрам. Датчики в радарах с СВЧ диапазона с доплеровским эффектом устанавливаются на обочине дорог против направления движения транспортных средств, нацеливаются на одну полосу движения. Датчики радаров с СВЧ диапазона без доплеровского эффекта устанавливаются над проезжей частью под прямым углом, регистрируют транспортные потоки на нескольких полосах. И инфракрасные и ультразвуковые датчики нацеливаются вниз, устанавливаются над проезжей частью. Особенности этих приборов – небольшие размеры и масса, низкое энергопотребление, простой монтаж, необходима проверка, что на работу не влияет помехи, возможна установка на пешеходных переходах, точность распознавания транспортных средств 90-95%, независимо от направления движения. Мелковолновые датчики используют принцип радиолокации и предназначаются для обнаружения и идентификации пространства подвижных или неподвижных объектов. Мелковолновые датчики могут генерировать волновой пучок, достаточно для покрытия нескольких полос движения. Действие инфракрасного датчика основано на анализе теплового инфракрасного излучения. Внутри датчика располагаются два чувствительных элемента, фиксирующих уровень инфракрасного излучения. Типы инфракрасных датчиков делятся на два вида. Активные, обрабатывающие отраженный собственный сигнал светового диода или лазера. Пассивные, обнаруживающие инфракрасное излучение предметов или людей. Датчики устанавливаются над проезжей частью, на конструкциях путепроводов или информационных порталов, сбоку от дороги. Система отличается по сложности. Они могут быть простыми, с одним светоизлучающим диодом, или несколькими источниками излучения. Недостатками инфракрасных датчиков является сильная зависимость от погодных условий,
Это дождь, туман, снегопад. Дополнительное внимание при установке и подготовке программного обеспечения. Самым востребованным на сегодняшний день является система с применением лазерных диодов. Лазерные локаторы могут регистрировать проезд, присутствие, тип, скоростные данные транспортного средства. Лазерные диоды излучают световую энергию, часть которой может отразиться от автомобиля, перемещающегося перед датчиком. Приемник излучает лазерный луч с высокой параллельностью пучка. Он попадает на поверхность и отражается от нее под определенным углом в зависимости от расстояния до объекта. Отраженный от поверхности предмета луч попадает на приемник. Фотодиодная линия снабжена интегрированным микроконтроллером. Он принимает и считывает информацию, и на основе луча определяет размер объекта и его положение в пространстве. Полученные данные конвертируются в нужное значение выходного тока, в результате запускается определенный механизм срабатывания. Ультразвуковые генераторы содержат пьезоэлектрический элемент – кварц. Пьезоэффект основан на преобразовании механической энергии в электрическую и наоборот. При сжатии или деформации генерируется крайнее значение разности потенциалов. Принцип работы основан на приеме отраженных от объекта ультразвуковых акустических волн и измерении времени задержки сигнала. Пассивные акустические системы предназначены для регистрации проезда транспортных средств или оценки интенсивности движения. Эти датчики измеряют звуковую энергию, производимую автотранспортом с помощью группы микрофонов. При приближении автомобиля система отмечает усиление звуковой энергии, а при удалении регистрирует ослабление. Эти датчики отличаются исключительной простотой конструкции. Пневматические датчики являются одним из первых автоматических средств регистрации транспортного потока. Сейчас они практически не используются. Данные приборы фиксируют частоту проезжих шоссей, в том числе и на низкой скорости. Индуктивные датчики размещаются в проезжей части дороги и состоят из RCL-контура, метных проводников. При проезде мимо датчика автомобиль своей металлической основой изменяет индуктивность тока, протекающего по датчику. Датчики позволяют определить наличие машины, регистрировать ее проезд, определять интенсивность транспортного потока, определять загруженность полос, определять скорость машин потока. Большинство проблем с датчиками такого рода возникает из-за низкого качества работы по их установке. Для исключения воздействия на работу датчиков на этапе внедрения придерживаются рекомендации, которые в данный момент представлены на слайде. Магнитометр или магнитный датчик представляет собой инструмент, который измеряет магнетизм или относительные изменения магнитного поля в определенном месте. Магнитометры применимы для тех же измерений, что и индуктивные датчики, но не создают магнитного поля и, следовательно, являются пассивными. Эти датчики регистрируют возмущение магнитного поля, вызванное движущимся металлическим объектом, и позволяют по снятым характеристикам получить информацию о перемещении транспортных средств, о его физических характеристиках. Данные датчики нечувствительны к помехам и большим неподвижным металлическим массам, имеют небольшие размеры. Их можно устанавливать где угодно – на арках, вдоль обочины, на отбойниках. Датчики состоят из пьезоэлектрического материала, который размещается внутри металлической оболочки. Они устанавливаются снаружи, внутри дорожного покрытия. Прибор измеряет степень поляризации пьезоэлектрического материала, который изменяется каждый раз при наезде на него колеса автомобиля. Данные датчики используются для взвешивания автомашин во время движения и для учета количества транспортных средств. Существует возможность объединения одной или нескольких технологий с другими для создания беспроводной сети датчиков. Такая беспроводная сеть предоставляет большую площадь покрытия по сравнению с традиционными проводными системами. Система видеосъемки и обработки изображения является пассивной системой, которая использует в своей работе одну или несколько неподвижных видеокамер. Камеры устанавливаются за пределами проезжей части и направлены на те полосы движения, на которых регистрируется транспортный поток. Изображение автоматически обрабатывается с помощью специальных программ, что позволяет получить данные о транспортных потоках. Существует три принципа работы системы видеорегистрации. Первый, чаще всего применяемый конструкторами, состоит в том, чтобы смоделировать наличие датчика на проезжей части, так называемый виртуальный датчик. Второй, смешанный принцип. Специальная разметка нарисована на самой проезжей части. С помощью рисунка создается эталонное изображение. По рисунку регистрируется проезд транспортного средства через разметку. Третий,
Отслеживание, что машина двигается в стандартном направлении без отклонений. Видеокамера – устройство предназначено для преобразования оптического изображения, получаемого при помощи объектива на мишени вакуумной передающей трубки или на светочувствительной матрице, телевизионный видеосигнал или цифровой поток видеоданных. Видеосигнал может передаваться по радио, кабельным сетям или по сети интернет, а также записываться на аналоговом или цифровом носителе для последующего воспроизведения. Система видео применяется для широкого круга задач, представленных на слайде. На работу системы могут влиять погодные условия, освещенность местности, например, на рассвете, когда солнце еще находится низко, тени могут быть приняты за транспортное средство. В то же время, как ночью, отражение света фар от дорожного покрытия может привести к двойному счету автомобилей. Частота смены кадров, задаваемая погрешность в измерении скорости, место установки камер, частота объектива, необходимость часто технически обслуживать видеокамеры. Помимо этого, системы видеорегистрации могут применяться как для мониторинга транспортных потоков, так и как средство учета пассажиров. Подвижные транспортные средства позволяют собирать данные о транспортном потоке и используются как дополнение к стационарным пунктам наблюдения. Возможны недостатки данного подхода. Сложность определения требуемого количества машин в разное время суток на трассе и сложность определения степени загруженности всей дороги, так как данные локально. Учет пассажиров является важной составляющей деятельности транспортной компании и местных эксплуатационных организаций. Существует два способа учета пассажиров в транспорте, представленные на слайде. Независимый учет основан на регистрации веса проезжающего транспортного средства, способ косвенного учета, так называемый, и прохождение пассажира через датчик на входе. Видеосистема не находит широкого применения в практике учета пассажиров и используется максимум для простой регистрации их присутствия. Электронный учет платы за проезд основан на принципе оплаты проезда через автоматическую кассу или с помощью смарт-карт. Система автоматического определения местоположения служит для обнаружения человека, транспортных средств или груза, находящихся в пути. Владельцам городских автопарков система позволяет регистрировать транспортные средства, проверять условия перевозки груза, соблюдение транспортных средств установленного графика движения, отклонение от маршрута, количество автомобилей в заданном районе. Заказчикам позволяют быть уверенным в качестве работы перевозчиков, знать время забора и привоза груза и быть уверенным в состоянии груза. Системы автоматического определения местоположения стали базой для разработки интегрированных систем. Данные системы участвуют в реализации навигации, безопасности и проверки состояния груза. Интегрированная система автоматического определения местоположения применяется в экстренных ситуациях. В таких случаях достаточно активировать прибор. В случае ДТП он активизируется автоматически, который передаст на диспетчерский пульт сигнал тревоги и графические координаты места, где находится пострадавший автомобиль. После получения тревожного сигнала на основе полученных данных создается подробная карта местности, и она направляется с помощью средств телекоммуникации в организацию по принадлежности, полицию, службу охраны, медицинское учреждение. Автоматическое определение местоположения становится необходимым, когда речь идет о железнодорожном транспорте. Местонахождение проездов необходимо для обеспечения безопасности во время управления движением. Распространение этих систем, начиная с конца 20 века, частично было вызвано появлением сотовой связи, в частности цифровой. Стандарт сотовой связи GSM предоставил дешевое средство передачи сигналов местоположения, которое незаменимо в системе безопасности передачи данных. Стоит учитывать, что в зависимости от вида транспорта требуется разная точность определения местоположения. Система автоматического определения местоположения можно разделить по функциям. Это определение координат точки пространства. Второе. Определение перемещения транспортного средства относительно известной координаты различными приборами. Одометр, акселерометр, гироскоп. Третье. Наложение пространственных координат точки на карту. Под термином навигации подразумевается способность привести транспортное средство человека в определенную точку с минимальными затратами средств или времени. Существует следующая система навигации. Устройство короткого радиуса действия, радиомаяки для грузов и транспортных средств, которые обязаны двигаться по установленному маршруту или проезжать некоторые контрольные пункты. И система основана на фиксации объекта в некоторые ячейки сотовой связи.
Система базируется на картографических ячейках местности, наземная или спутниковая триангуляция. Телекоммуникационные сети являются обязательным скелетом, к которым крепятся остальные рассматриваемые лекции элементы. Они являются основой развития телематики на транспорте для поддержки постоянного контакта с автомобилями, предприятиями, заказчиками и поставщиками, поддержки работоспособности других систем. Телекоммуникационные сети бывают физические, средства передачи коммуникационного устройства, и логические, архитектуры связи. Диапазон использования телекоммуникационных сетей варьируется от размеров земного шара до локальной офисной, цеховой или заводской сети, связывающей несколько персональных компьютеров. В зависимости от учета площади покрытия сети могут подразделяться на несколько видов, представленных на слайде. Для связи и передвигающимся транспортным можно использовать голосовую связь, двухстороннюю передачу данных и документов. Для пассажирских перевозок или для обеспечения безопасности используются средства односторонней связи, рация, средства радиовещания, средства близкой телекоммуникации, работающие с ОВЩ и ИК-диапазонах. Для получения информации в автомобиле можно использовать сотовые сети связи, микросотовые цифровые сети на базе DSCT, система специализированной связи на коротких расстояниях DSRC. Эта система обычно устанавливается на обычных автомобильных дорогах, и они предназначены для обмена информацией о проходящих мимо транспортных средствах. Система передачи информации основана на микросотовых интегрированных системах связи и автоматическое определение местоположения транспортных средств. Они работают в свободном диапазоне, частоты применяются в условиях города. На персональных и общественных сетях подвижности связи для сотрудников одного предприятия. На системах объединенного управления для колонн автомобилей. На спутниковой связи, на сотовой связи. Сотовая связь позволяет передавать пользователям разнотипную информацию. Это возможно с помощью сервиса рассылки сообщений по сотам. Объединение GSM и GPS позволяет определять местоположение посредством синхронизации сигналов в сотах GSM. Стандарт WiMAX – это технология широкополосной беспроводной связи, которая, в отличие от других технологий радиостопа, обеспечивает высокоскоростные соединения на больших расстояниях даже при отсутствии прямой видимости объекта на отраженном сигнале. На сегодняшний день стационарная сеть WiMAX построена в крупнейших городах Республики Татарстан. Зона действия покрывает эти города и населенные пункты в радиусе 15 километров, что открывает принципиально новые мобильные возможности тысячам потенциальных абонентов в использовании таких современных услуг, как скоростной интернет и IP-телефония. Пятое поколение мобильной связи 5G должно обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. В Татарстане также ведутся работы по организации среды для умного транспорта и умной среды. В регионе запустили зону мобильной сети пятого поколения 5G в городе Иннополис. Опытная зона создавалась с использованием оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei, которая позволяет увеличивать пропускную способность каждой соты в 4-5 раз по сравнению с сетями LTE. Внедрение технологий 5G будет способствовать развитию в регионе сервисов, интернета вещей и беспилотных автомобилей. Выделяя следующие стандарты взаимодействия автомобиля с окружающей средой. Автомобиль V2V – это система беспроводной связи, позволяющая двум автомобилям обмениваться друг с другом информацией о состоянии на дорогах без участия человека. Автомобиль-инфраструктура V2I – это система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться информацией с объектами инфраструктуры, например, со светофорами, дорожными знаками и наоборот, получать информацию от них. Автомобиль-пешеход V2P – это система, через которую автомобиль может взаимодействовать с находящимися в непосредственной близости от него пешеходами. Автомобиль-электросеть V2G – это система, позволяющая подключать машины в общую энергосеть для подзарядки автомобиля или возвращения лишней электроэнергии обратно. Автомобиль-устройство V2D – это система, позволяющая транспортным средствам обмениваться информацией с любым электронным устройством, подключенным к самому автомобилю. Различные собранные данные о движении транспорта обрабатываются, а затем передаются участникам дорожного движения в реальном масштабе времени посредством различных средств, представленных на слайде.
Получаемая бортовым компьютером информация – это коллективная информация, передаваемая на все транспортные средства. Она передается в аналоговом режиме на радиочастоте из Центра безопасности дорожного движения. Такая информация отличается от персонализированной, то есть той, что запрашивается и передается отдельным пользователям. На слайде представлена существующая система передачи информации на бортовой компьютер транспортного средства. Существуют способы передачи информации водителю, чей автомобиль не оснащен соответствующей встроенной аппаратурой, используя следующие компоненты. Информационное табло вдоль дорог, ограничители на полосах движения, объединенные в сеть, которые предупреждают о нештатной ситуации впереди. Информационная система на остановках и внутри салонов общественного транспорта. Информационные стенды с полезной информацией. Информационное табло с переменной информацией предназначено для передачи участников дорожного движения указаний, информации и рекомендаций в виде текста или графическом виде. Они могут размещаться в зонах перевалки грузов и пересадки пассажиров, в зонах обслуживания на автодорогах, на остановках общественного транспорта, в людных местах, у стоек информации местных органов власти, спортивных центрах и так далее. На информационном стенде помимо транспортной информации можно подчеркнуть сведения, скажем, о спектаклях, гостиницах, ресторанах, аптеках и так далее. Для того, чтобы пользователь корректно воспринимал эту информацию, табло должно обладать следующими характеристиками: разъяснимостью, удобочитаемостью, понятностью и достоверностью. Ограничители являются упрощенным вариантом табло в виде световых сигналов. Они устанавливаются по обочинам дорог, соединены единой сетью для предупреждения о нештатной ситуации. Пассажирам общественного транспорта необходима различная информация о поездке. Эта информация пассажирам может быть передана с помощью информационных дисплеев во время поездки, информационных экранов стендов или через интернет, через мобильное приложение. Для того, чтобы информация своевременно доходила до пользователей, системы информирования должны синхронизироваться с автопарками, с другими системами управления данными. Информационные стенды – это устройство без кнопки SOS в виде простых для использования терминалов, позволяющих выдавать информацию для пассажиров. Стенды размещаются внутри транспортной инфраструктуры или в людных местах. Информация, получаемая во время поездки, позволяет водителям динамически получать актуальные данные. Однако есть определенные недостатки. При чрезмерном количестве информации может наблюдаться снижение концентрации, непредсказуемая реакция водителя на выбор из нескольких вариантов, массовое ухудшение дорожной обстановки, если все одновременно отвлекаются. Автоматическая идентификация осуществляется с помощью некоторого идентификатора у транспортного средства или у водителя. На всем согласованном пути следования устанавливаются устройства или датчик приближения, способные принимать информацию и при необходимости передавать ее аналогично прибору автомобиля. Принцип работы датчика приближения. На транспортном средстве устанавливается пассивная метка, микросхема, установлен вдоль дороги устройство радиомаяки, фиксирует факт прохождения транспортного средства по маршруту, передает транспортное средство служебную информацию, передает в диспетчерский пункт информацию о транспортном средстве. Чем больше маяков, тем точнее можно определить местоположение транспортного средства. Система радиомаяков позволяет в кратчайшее время находить транспортное средство, предсказать их положение на промежуточных участках. Часто в литературе система автоматической идентификации встречается в виде разных аббревиатур. Они представлены на слайде. Существует следующий класс системы автоматической идентификации, который представлен на слайде. Штриховые коды применяются для грузовых перевозок, управления складами, погрузки, выгрузки, сортировки грузов, инвентаризации, сортировки отдельных грузовых мест, контроля доступа. Радиочастотная идентификация позволяет передавать через канал средней близкой связи данные о человеке или предмете, снабженном транспондером направления устройства считывания. Отсутствие единой международной частоты для идентификации товаров, а также эксплуатацию в различных транспортных контекстах привело к тому, что для различных сфер применения используют различные полосы частот. Пассивные транспондеры, радиометки – это устройства, получающие энергию от считывающего устройства. Они принимают входящий сигнал от излучателя, изменяют ее и за счет энергии сигнала отражают ее собственной антенной. На представленном рисунке
Поэтапно представлен процесс технологического развития сферы автоматической идентификации, вплоть до электронного обмена данными. Таким образом, подчеркивается роль простых ключей, кодирования в ходе автоматического сбора данных и управления данными и стандартов связи. Рисунок справа иллюстрирует процесс автоматического сбора данных и управления ими, подчеркивая рост функциональных возможностей двумерных кодов и кодов, интегрированных с пассивными транспортерами. На рисунках приведены две схемы, относящиеся к наземным системам автоматической радиационной идентификации. В рамках использования таких систем транспортное средство находится на связи с центром управления посредством постоянного соединения с мобильной сетью или сетью стационарной или мобильной. Система на оптической идентификации позволяет распознать грузовые места или предметы по изображению. Подобная автоматическая система представляет особенный интерес, когда возникает необходимость распознать объект на расстоянии, например, номерной знак автомобиля, или провести анализ транспортных потоков. Автоматическая идентификация с помощью магнитной полосы – это уже давно устоявший, широко распространенный способ распознавания. Карта соответствует стандарту ISO и применяется в билетах общественного транспорта. Смарт-карта – это шаг вперед в эволюции карт с магнитной полосой, поскольку они снабжены интегральными схемами. Технологии ближней связи NFC работают на основе радиочастотной идентификации RFID. Между запрашивающим устройством, инициатором и объектом создается пиринговая сеть, и они оба могут передавать и принимать информацию. Автоматическая идентификация активно применяется и в логистике. На слайде представлены возможные сферы применения. Геоинформационные системы, или сокращенно ГИС, включает в себя совокупность средств, предназначенных для получения, хранения, обработки, передачи и представления пространственной информации и управления ею. Средства информационной технологии включают в себя аппаратное и программное обеспечение. Геоинформационная система является базой телематики в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Возможности применения ГИС в транспортной отрасли при проектировании, управлении, эксплуатации и планировании достаточно широки. ГИС применяют для следующих направлений: оказание помощи проектированию инфраструктуры, управление автодорожными и железнодорожными сетями, координирование средств перевозки грузов, мониторинг окружающей среды, подготовка географических карт и кадастровых планов, планирование оптимальных маршрутов для автотранспорта. В республике широко применяется ГИС в рамках работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Большая роль в сфере грузовых перевозок отводится электронному обмену документами, благодаря чему информационные потоки могут быть связаны с физическими с помощью телекоммуникационных сетей. Электронный обмен данными обычно ассоциируется с аббревиатурой EDI – Electronic Data Interchange. Под этим понятием подразумевается электронная передача сообщений структурного или организационного характера через общественные и частные телекоммуникационные сети. В таком случае подразумевается исключение бумажного документооборота. Для разных сфер деятельности существуют собственные стандарты обмена информацией, представленные на слайде. В 1980-1990-х годах электронный обмен документами усиленно развивался одновременно с телекоммуникационными сетями. Транспорт является той отраслью, какой преимущества электронного обмена документами проявились особенно явно. В результате выработались определенные требования к коммерческим сообщениям, заказам, счетам, уведомлениям об отгрузке. Большой документооборот наблюдается между предприятиями и банками. В частности, для проведения операций по импорту, экспорту и транзиту товаров зачастую требуется десятки документов, что и оправдывает интерес к электронному обмену данными. Применение обсужденных сегодня технологий в транспортной системе положительно скажется как на потребителях услуг, так и на операторах. Рассмотренные на сегодняшней лекции элементы будут способствовать комплексному развитию транспорта и обмену информации между различными элементами ТС. Уважаемые студенты, на этом третья лекция подошла к концу. Благодарю за внимание.